Если ты беременна, то ты уже мама. К сожалению, при текущем законодательстве можно захотеть стать матерью убитого ребенка. Если ты признаешь научные факты, поддержать аборт значит либо притвориться, что ты не знаешь ничего об этих фактах, либо признать их, но просто наплевать, потому что жизнь не так важна для тебя. А факты заключаются в том, что с точки зрения современной генетики и эмбриологии, жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра. В этот момент определяется, какими у конкретного человека будут группа крови, цвет волос и глаз. Именно с этого момента человек имеет право на жизнь. Аборт предполагает, что врачи вводят железный зонд внутрь женщины и разъединяют ребенка конечность за конечностью. Тот, кто выступает за право на аборт, выступают за убийство младенцев. Никакое количество сахара, покрывающего слова, не изменит этого сурового факта. При каждом аборте умирает ребенок. Пусть убийство будет не методом выскабливания, а таблеткой, останавливающей сердце. Женщины на форумах вроде как более позитивно отзываются о таком медикаментозном аборте. Простите, а большая разница – насильственная остановка сердца или расчленение? Как же лучше убить своего ребенка? Какое-то сравнение между двумя ступенями ада. Жизнь начинается с зачатия, а не с твоего восприятия. О, да, у тебя есть выбор, зайти в спальню или не зайти. Какой ты сделаешь выбор, меня совершенно не интересует. А вот выбор убить другого человека, неважно в какой фазе его развития, у тебя нет. И я перестану лезть в чужие дела ровно тогда, когда эти дела обойдутся без убийства невинных людей. Все, что вы видите сегодня в политике, предназначено для сокращения населения. Начиная от ЛГБТ-мании, они не размножаются, до инъекций, до фанатичного религиозного рвения к постоянно расширяющимся правам на аборты. Все это ведет к одному – большему количеству смертей. Абортов в этом году было в мире 37 миллионов, а смертей детей до 5 лет – 6,5 миллионов. Все эти смерти из-за неонатальных расстройств, инфекций, врожденных аномалий, детей младше 5 лет и рядом не стояли с детским киллером номер 1 – абортами. То есть, если грубо считать, то преднамеренное убийство детей в 6 раз больше, чем их смертей по другим причинам. Это же чистой воды инфантицид, где-то убийство. Разве верх цепочки убивает собственное потомство? Да это же варварство, полный низ. Ну а какими бы ужасными ни были аборты и индустрия биг-фармы, все это все равно не сможет сократить население мировое до миллиарда. Поэтому мы сейчас видим войну, которая потом спровоцирует искусственный голод. И ладно, какой-нибудь психопат-миллиардер, который спонсирует аборты. Уоррен Баффет потратил $5 миллиардов на пропаганду абортов. А вы что думали? Истерично орущие за убийство женщин это просто так делают? Нет, их наняли, они наемные убийцы. Но что я искренне не пойму, это как сама мать может убить собственного сына или дочь по каким-то выдуманным причинам. Эти причины в этом видео обсуждать не хочу, так как подробно разобрала их в предыдущем видео на тему. Здесь скажу, что меня в принципе не волнуют ситуации «что если». Важно то, что каждый ребенок имеет право на жизнь. Здесь не может быть никаких компромиссов. Речь идет о человеческой жизни, которую нельзя отнимать независимо от обстоятельств. Когда вы начинаете играть в обстоятельства, вы заигрываете с их аргументом. Что если ее парень уйдет от нее? Что если она не сможет содержать ребенка? Что если этот ребенок будет подвержен насилию? Мы слышали все это. Реальность такова. Это человек, созданный Богом. И независимо от обстоятельств, каждый ребенок имеет право на жизнь. Как только ты допускаешь исключения, ты сводишь на нет все свои аргументы. Исключений нет, компромиссов быть не может. Аборт основан на лжи. Меня просто корежит, когда смешивают понятия аборт и выкидыш. Аборт называют искусственным выкидышем, а выкидыш – самопроизвольным абортом. Выкидыш является абортом ровно настолько, насколько аневризма головного мозга является выстрелом в голову. А те, кто считает, что Россия спасет мир. В истории нашей страны 200 миллионов младенцев были убиты до рождения. Это хорошее лидерство позволять кровавую бойню внутри страны. Типа давайте угробим собственных детей, а потом спасем мир. Так что ли? А если вы мужчина, вы против абортов и вы патриот, то вы просто обязаны стать активистом,
А то я вижу некоторых, кто отмалчивается. Для того, чтобы родить ребенка, нужны женщина и мужчина. Поэтому да, у мужчины должно быть свое мнение об абортах и жизни своих детей. Те женщины, которые кричат что-то про «не твое тело, не твое дело», затыкают рот мужчине только в одном случае, когда он против абортов. А если он за убийство, то сразу же все лозунги про матку и тело куда-то исчезают. Не ведитесь, пожалуйста, на поводу у этих абортисток. И да, есть женщины, которые действительно становятся жертвами обстоятельств, но все больше девушек, не знаю уж, под каким-то демоническим оцепенением, радуются аборту собственных детей. Я сделала аборт, и это было намеренно. И улыбочка. Прикончить собственное дитя и радоваться жизни. Какой-то ад просто. Мы нормализовали аборты, женщины их так часто делают. Но как именно это влияет на их душу, что ты убила несколько раз собственных детей, 2 раза, 5 раз. Наверняка это что-то искажает в их душе и сознании. Есть зверюги, которые хвастаются абортами, но многие девушки идут на это втихаря. Когда девушка узнает о том, что беременна, она напугана и не знает, что делать, и аборт может показаться легким выходом из положения. Индустрия абортов охотится именно на таких женщин. Смотрите, мы поможем вам с этим справиться. Но в реальности аборт никогда ничего не решает. Девушки, которые выбрали легкий путь и пошли в клинику абортов, годами несут тяжесть в сердце. Поэтому наша задача – уберечь их от хищнической промышленности. Женщина нутром чувствует, что идет против природы, поэтому начинает отрицать жизнь в неродившемся человеке. Но это отрицание лишь маскирует черствость большинства современных женщин. Осмелитесь ли вы посмотреть на аборт? Осмелитесь посмотреть, как невинный ребенок борется за свою жизнь в поединке с доктором? Только после просмотра пишите мне в комментах, насколько вы за выбор. Легко поддерживать то, чего вы никогда не видели сами.